Так, давайте еще сегодня поговорим о такой вещи, как зоны Френеля. Это очень важный момент. Раз уж мы начали говорить о складывании мощностей, то давайте поговорим и о них. Наверняка многие из вас, кто занимается установкой антенн, сталкивались с одной такой интересной проблемой, которая заключается в том, что от высоты установки антенны очень сильно зависит принимаемый сигнал. Хотя у вас прямая видимость и, казалось бы, ничего не должно влиять. То есть вот рассмотрим такую ситуацию. Вот у вас там домик какой-то. Здесь вы ставите, допустим, мачту. Ставите две идентичных антенны и измеряете сигнал с одной антенны и с другой антенны. Ну, допустим, это панельные антенны. И что мы видим? Может оказаться так, что принимаемый на этой антенне сигнал будет составлять у нас, ну, скажем так, 80, минус 80 dBm, а принимаемый на более низко подвешенной антенне сигнал будет минус 75 dBm. То есть, ну, вы помните, что у отрицательных чисел вот это получается больше, и сигнал лучше. А здесь у нас, допустим, прямая видимость, здесь стоит у нас базовая станция с секторной антенной. Что за фигня? Как такое может быть? А быть такое запросто может. Потому что вот здесь у нас находится Земля. Земля, если она сырая, ну, в зависимости там, от почвы, от ее состава, от сырости почвы, возникает следующая ситуация. Мы имеем не только прямое распространение сигнала сюда, но еще, поскольку базовая станция имеет не нулевой ширины луч, то еще, то есть у нас и сюда светит тоже, мы принимаем нашими антеннами отраженный сигнал. Понятно, что после отражения от Земли он ослабляется, но еще сигнал отсюда сюда принимается, и отсюда сюда тоже. То есть происходит прием не только прямой волны, но и множество отраженных. И если мы начертим график распределения по высоте, то есть все вот эти вот отраженные волны образуют некоторое распределение по высоте. Вот будем двигать антенну, и мы будем, вот этот сигнал, он будет с определенной периодичностью изменяться. Периодичность это будет близка к синусоиде. То есть вот здесь, давайте вот сюда обозначим уровень принимаемого сигнала. И если мы нарисуем уровень принимаемого сигнала, то получим какое-то близкое к синусоиде распределение. Это будет зависеть от диаграммы направленности антенны, от почвы, от очень-очень многих параметров, от диаграммы направленности этой антенны. То есть у нас с определенной периодичностью сигнал будет изменяться. Поэтому, когда вы устанавливаете антенну на какой-то определенной высоте, старайтесь ее, во-первых, сделать повыше, тогда сказываться вот это дело будет гораздо меньше. И вам придется поиграться не только выбрать направление на базовую станцию, но и еще поиграться по высоте. И, кстати, если вы проводите сравнительные тесты, располагая одну антенну над другой антенной и сравнивая, то есть разные антенны ставите, допустим, очень часто в интернете вижу тестирование и сравнение антенн различных производителей, очень безграмотно сделанное, когда люди ставят на мачту одну антенну, снизу другую антенну,
и берут, мы вот тут сделали одинаковые кабели и замеряют сигнал с одной антенны и с другой антенны, сравнивают с умным видом, говорят, вот эта антенна лучше, эта антенна хуже. Это очень безграмотно, потому что от высоты подвеса антенны, даже если вы точно направили, будет сказываться влияние этих зон Френеля. Если здесь не очень грамотно график начертил, то есть оно сильно сказывается вот здесь, вот, то есть синусоида должна наоборот здесь меньше сказываться, а здесь больше, то есть перевернуть. Ну ничего страшного. И поэтому вот такое сравнение, оно будет не совсем грамотным. Если вы хотите сравнить две антенны, вы должны поставить одну антенну конкретно в этой точке. У антенны есть так называемый фазовый центр, обычно совпадающий с ее осью. Потом затем поставить, навести ее на максимальный сигнал, затем поменять на антенну другого производителя. И вот только так можно сравнивать сигналы. Когда вы сравните сигналы, располагая две антенны рядом, это безграмотно. Ну хотя бы располагайте их на одной высоте, если вы хотите сделать сравнительный тест.